Друзья, всем привет! У нас в последнее время жара стоит страшная. 35-33. Обещают вообще до 40. Как в пустыне скоро будет Сахара. Приехал я порыбачить сегодня на поплавочные удочки. Поискать трофейного карпа. Не знаю, что из этого получится. Сегодня хоть немножко прохладнее. Хоть с лодки можно будет порыбачить. Потому что когда 35 и в лодке, это не рыбалка, а мучение. С самого утра на водоеме уже волна, дует ветерок. Ну, правда, пока небольшой. На боковой кивок, наверное, неделю точно не получится порыбачить. Я посмотрел прогноз погоды, там стоит постоянно ветер 3-5 метров в секунду. Поэтому пока будут рыбалки на поплавочек. Ну, волна такая себе еще терпимая, нормально. Но ветерок уже с самого утра, 5:30 утра, а ветерок уже такой нехилый, как для такого времени суток. Уже поднимается солнышко, поэтому пора выплывать на рыбалку. Я спустил уже на воду лодку, снасти, все тут, гаджеты, все приготовил. Ловить карпа сегодня буду пробовать, как обычно, наваренный горох. Взял с собой также кукурузу с запахом ананаса купил. Я как-то в прошлом году пробовал ловить на такую насадку, но не было ни одной поклевки. Посмотрим, как будет в этот раз. А вдруг амур клюнет? Здесь также есть амур. Его мало, но он есть. Не буду долго разглагольствовать. Допиваю чай и плывем на поиски карпа. Тут мелко вообще. Лодку креплю с помощью палок. Глубина, где я буду рыбачить, небольшая. Да тут на водоеме самая большая глубина, на метра 4, может 5 максимум. Но в том месте, откуда я начну поиски карпа, в том месте глубина 1,5 метра, может 1,70 м. А то и есть места, где и глубина 1 метр. Плавал я. В корчах пока тишина. Но это может быть с самого утра. Попозже может и в корчи зайти. А нашел тут практически недалеко от русла. Нашел пару роек. Попробую тут его половить. Постою около получасика, может час. Не будет поклевок, перееду в другое место. А там впереди, вот буквально где у меня рука заканчивается, там вот ройки видел. Ага, привязываемся. Правда, ройки такие, ройки небольшие. Может, карась роется. Пока тут крепился, немножко ее распугал, конечно, рыбу. Ну, подойдет. Попозже там вон сбоку вижу ройку. Побросаю поплавки. Там, где видел ройки, в те места и буду бросать снасть. За удочки я уже как-то рассказывал пару видео назад. Ну, еще раз расскажу. Катушечки у меня где 6000-е, где 7000-е. Обычные покупал, не сильно дорогие. Леска у меня 0,3, можно использовать и 0,28. Вполне хватит с хорошей катушкой. Крючок 6 номер. Где-то от крючка сантиметров 15-20 подпасок. И потом буквально может с полметра.
Сейчас посмотрю. Примерно, ну, у меня она выставлена уже все. Да, основной груз и подпасок. Между ними полметра. И глубину нужно выставлять так, чтобы основной груз был как можно выше дна. Когда карп плывет, чтобы перед ним не было вот этого висящего груза большого. Иначе он будет бояться и не подойдет к наживке. Глубину выставляю очень просто. Вон. Поднимаю стопорок самый верхний до тех пор, пока поплавок не будет лежать. Когда поплавок лежит, это значит основной груз лежит на дне. И потом стопорок верхний где-то на полметра опускаю вниз, чтобы основной груз от дна поднялся на полметра, как минимум. Так. Опа! Есть. Ой, хорошо, как раз туда, где там постоянно что-то. То там рвойка появится. Да, и проверяем фрикциончик. Обязательно. Еще одна готова удочка. Глубину я здесь уже выставил. Так, горох. Вот так вот сбоку. Вот. Все дела. Вот туда. О, пойдет. Вот такая у меня кукуруза, ребята. Ох и запах, конечно. Ананас. Может побольше взять. Да, в принципе крючок большой, повешу 2. Ради эксперимента. С запахом ананаса кукурузка. Это так, узнать. Может, захочет кукурузу, хотя лучше всего на этом водоеме ловить карпа на горох. Это я уже понял, рыбача здесь не один раз. Ну все, теперь ждем поклевку. При таком методе ловли я прикормку, ребята, не использую вообще. Нашел место на водоеме, где видны ройки, или там, где он постоянно выпрыгивает в одном и том же месте, гуляет. Тихонечко подплыл, забросил снасти, постоял полчасика-часик. Если нету поклевок, переплываю в другое место. И вот так приходится, конечно, поплавать, поменять не одно, не 3 места. Бывает 4 или 5 мест поменяешь в ходе рыбалки, только потом увидишь поклевку. А бывает, сразу попадаешь. Расстояние между поплавками у меня, ребята, ну, минимум метров 5 я делаю расстояние между наживками. А сейчас в данном случае у меня вообще, наверное, метров 10 между поплавками, не меньше. Иначе, если клюнет хороший карп, он вам смотает в кучу все снасти, и будете потом долго-долго распутывать все это дело. Просидел я, ну, около минут 40 точно. Ни одной поклевки. Поплывем дальше, друзья. Искать его в корчах. Поплывем. Балочки на место. Поплывем вот так вот прямо в ту сторону. Метров 200 проплыть, и там корчи.
туда, куда надо, забросил. Вон идут пузыри, пузырится. Роется. Посмотрим. И если увидит горох, может сразу и клюнуть. Поклевка, ребята. Поклевочка. Ух ты. Ой, он еще и забарился. Или мой, или нет. Не пойму. Ух ты. Да где ж ты там? Не забарился. Ух ты, кабанище. Вот это кабан. На горох клюнул. О, есть. Ух ты, ух ты. Так, сейчас мы садочек достанем сразу. Мешок карповый, если точнее. Сразу мы сюда положим. Ну что, достаем товарища. Так, есть. Не могу достать крючок. О, все, отцепил. Вот он. Красавчик. Так, опустил садок. Он к лодке привязал. Да и все. На удочках такой номер не пройдет, чтобы его куда-то там вести. Порезал несколькими плавниками. Так, все, пускай плавает. Карпа потом взвешу, как выплыву на берег. Тут неудобно, удочки, все телефоны, всякие разные гаджеты. Побрызгивает, все повымазывает. Значит, поменял я несколько точек. Останавливался там, где карп гуляет, выпрыгивает из воды. Поставил на одной точке, на второй. Плавал и заметил место, где карп постоянно в одном и том же месте. Наверное, раза 4 выпрыгнул. Думаю, попробую там еще поуговаривать карпа на поклевку. Забросил снасти и буквально минут, может, 10 или 15 прошло, я попил чая. И смотрю, поплавочек только в сторону потихонечку. Тун-тун-тун и пошел. Карпик примерно 4-5 килограмма. Постою минут 15-20. Если поклевок не будет, то я подплыву вот к тем палкам, которые из воды выглядывают. Он там постоянно крутится, карп. Но будет
большая вероятность, что если клюнет карп, то я за эти палки зацеплюсь. Ближе подплывать не буду, иначе это может плачевно закончиться. Да, тут глубина совсем небольшая, около метра. Привязываемся. Есть. Процесс занимает минуты 2. Так, ну глубина сойдет. Такая, как и стояла. Недалеко от корча забросил. Ой, ну, оборвет снасть, значит оборвет. Солнце припекает так, что это просто не передать словами. Градусов, наверное, 32 или 33. Я уже, наверное, полторушку воды выпил в лодке, пока сижу. Вот, наверное, из-за жары, из-за ветра рыбка пассивная и никак не хочет клевать. С утра, пока было еще не жарко, была поклевочка одна. Поймал я карпа и все. И больше ни одной поклевки. Фу. Заплыл в тенек, ребята. Вообще, ну, так печет солнце. Просто невозможно находиться в лодке посреди озера. Все, вот это вот с утра, как еще было более-менее не так жарко. Была одна поклевка. Я поймал карпа. И после того, как поднялось солнышко, пригрело, все, больше я не увидел ни одной поклевки. Это капец. Ну и такие бывают рыбалки. Какой красавчик. 5700. Сейчас еще раз. Вот такие весы, конечно, всегда по-разному показывают. Да, 5700. Ставьте, ребята, лайки, пишите комментарии, не забывайте. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Всем пока.